Если вы проанализируете собранные различными людьми доказательства того, что апостол Иоанн был автором Евангелия, то вы обнаружите, что существует много убедительных аргументов в пользу того, что Евангелие было действительно написано неким апостолом, и я рассказал о них в моем 7-м видео. Но аргументы в пользу того, что автором был именно Иоанн, сын Зеведея, даже представленные теми же авторами в тех же статьях, книгах или видео, выглядят очень слабыми. Более того, существуют гораздо более веские аргументы против этого предположения. Итак, давайте сначала рассмотрим аргументы за авторство Иоанна. Во-первых, утверждается, что 3 синоптические Евангелия указывают на Петра, Иоанна и Якова как на любимых апостолов Иисуса. Поскольку Петр не мог быть автором Евангелия, так как неоднократно беседовал с его автором, а Яков Зеведеев умер слишком рано, в середине 40-х годов, то из любимых учеников остается один Иоанн. Но сама фраза «любимый ученик» вводит многих людей в заблуждение, заставляя их думать, что автор Евангелия должен был быть самым любимым учеником Иисуса. Оригинальная греческая фраза более точно переводится как «ученик, которого любил Иисус». «Ο μαθητές εκείνος ον ἐγάπα ἐφίλη ο Иисус». Я думаю, что определенный артикль здесь связан с тем, что речь идет о конкретном ученике, но он не подразумевает, что этот ученик был самым любимым. Даже в наше время протестантские миссионеры из независимых церквей, пытаясь заговорить с вами, скажут вам, что Иисус любит вас. И если вы присоединитесь к их церкви и начнете называть себя учеником Иисуса, то это, очевидно, не сделает вас тем самым любимым учеником и автором 4-го Евангелия. Также ни в одном Евангелии не утверждается прямо, что Иоанн и Яков были выше других апостолов. Сообщается только об их участии во многих важных евангельских событиях. Что может быть результатом того, что евангелисты-синоптики имели больше информации именно об этих апостолах? Например, брат Иисуса Яков, по словам апостола Павла, был очень важной фигурой в ранней церкви, имея достаточно влияния, чтобы упрекать даже апостола Петра. Используя гораздо более позднюю терминологию, его даже называют первым епископом Иерусалима. Другим братом Иисуса был апостол Иуда. Специалисты до сих пор спорят, был ли он родным или двоюродным братом, и одним из 12 или 70 апостолов. По одной из версий, братом Иисуса был апостол Иуда по прозвищу Фаддей. По другой, в Евангелиях он назван апостолом Фомой, авторству которого приписывают очень интересное и, вероятно, раннее апокрифическое Евангелие, в котором утверждается, что его написал Дидимус Иуда Фома. Прозвища Фома и Дидимус оба означают просто «близнец» на арамейском и греческом языках. Если тот факт, что апостол был чьим-то близнецом, стал его именем, то его брат должен был быть кем-то более важным, чем он сам. А кто мог быть более важен для ранней христианской общины, чем апостолы? Но если бы вы прочитали только синоптические Евангелия, то никогда бы не догадались, что братья Иисуса имели такое значение в ранней церкви. Вы могли бы даже подумать, что его семья была врагами Иисуса и его учения, прочитав стих 3:21 из Евангелия от Марка. «И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». В других переводах этого стиха вместо «ближние его» выражение «ипарафту» переводится как «его семья» или «его родственники». И в Евангелии от Марка 3:31 «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его». Но Иисус сказал, что его настоящая семья – это его ученики. А если бы вы прочитали только 4-е Евангелие, то вы бы никогда не догадались, что сыновья Зеведея, Иоанн и Яков, имели какое-либо важное значение среди апостолов. Их имена вообще ни разу даже не названы в этом Евангелии, и только в последней главе один раз они упоминаются как сыновья Зеведея. Общая проблема восприятия 4 Евангелий состоит в том, что когда вы читаете разные мнения 4 людей об одном и том же событии или человеке, то общая усредненная картина, которая в результате сложится в вашей голове, вероятнее всего не будет совпадать с мнением ни одного из них. К тому же синоптические Евангелия – это рассказы из вторых рук, написанные людьми, которые не утверждали, что знали Иисуса лично, а лишь пересказали истории, услышанные от других людей. Матфей и Лука значительную часть своих Евангелий вообще скопировали у Марка и, вероятно, из другого источника, который называется Q, от немецкого «quelle», что буквально означает «источник». Некоторые ученые утверждают, что Лука также читал и использовал Евангелие от Матфея. Таким образом, авторы первых 3 Евангелий не были ни независимыми, ни свидетелями евангельских событий.
Каждый из них описывал те события и тех людей, о которых он знал из своих источников. Поэтому на основании мнений синоптиков мы не можем точно утверждать, какие из апостолов были якобы самые главные и любимые, и на этом основании решать, кто из них был любимым учеником. Некий апостол мог быть лучшим другом Иисуса и одним из самых выдающихся деятелей ранней церкви, но если он, его друзья или последователи никогда не передали о нем никаких сведений авторам Евангелий, то они об этом никогда не узнали, и он навсегда остался лишь именем в списке апостолов. К тому же, из того факта, что некий апостол был одним из лидеров ранней церкви, логически никак не следует, что он должен был знать литературный греческий язык и быть талантливым писателем. Однако это значительно увеличивает вероятность того, что христиане II века, лично знавшие его учеников, могли ошибочно приписать ему авторство книги, настоящее имя автора которой было утеряно. Во-вторых, некоторые ученые утверждают, что тот факт, что Иоанн Креститель назван в 4 Евангелии просто Иоанн, без слова «креститель», доказывает особые личные чувства автора к этому имени. Или же, что автор, также называемый Иоанном, не испытывал никакой путаницы, употребляя это имя без каких-либо прозвищ и атрибутов. Но, во-первых, каким образом от настоящего имени автора анонимного текста может зависеть предполагаемая путаница в головах читателей, которая могла возникнуть из-за того, что Иоанна Крестителя в 4 Евангелии зовут просто Иоанн, и что в евангельской истории присутствует несколько Иоаннов. Во-вторых, любой, кто читал 4 Евангелие, знает, что никакой путаницы между разными Иоаннами в нем нет. Все ясно из контекста. В-третьих, человек по имени Иоанн, несомненно, будет не менее, а более склонным упомянуть, что другие Иоанны чем-то отличаются от него самого, и добавить к имени Иоанн прозвища или эпитеты, чем тот, для кого это имя не несет никакой эмоциональной нагрузки. В-четвертых, возможно, автору, знавшему Иоанна лично, просто не нравилось прозвище «Креститель». Или, может быть, это прозвище появилось позднее, или, по крайней мере, не было широко распространено во время описываемых в Евангелии событий. Третьим рассмотрим слабый аргумент, упомянутый в книге Джона Робинсона. В 4 Евангелии описано посещение Иисусом Самарии, а в Деяниях 8:14 говорится, что в Самарию были посланы проповедовать апостолы Иоанн и Петр. Но это всего лишь совпадение и не особенно удивительное. Самаритяне – близкие родственники евреев, поскольку они являются потомками тех израильтян, которые не были депортированы ассирийцами в 8 веке до нашей эры и смешались с переселенцами из Ассирии и Вавилона, и которые не приняли реформы иудаизма, проведенные священником Ездрой в 5 веке до нашей эры. Самария расположена между Иудеей и Галилеей. Поэтому, естественно, и Иисус, и апостолы много раз проходили через Самарию, проповедовали и общались с самаритянами. И, разумеется, и в Евангелиях, и в Деяниях есть истории и притчи, связанные с Самарией. Но нет никаких свидетельств того, что Иоанн или автор Евангелия особенно интересовались самаритянами. Также нет упоминания о том, что проповедь самаритянам апостолов Иоанна и Петра в Деяниях была чем-то большим, чем просто разовым проектом. И этот аргумент на самом деле еще раз демонстрирует, что автор 4 Евангелия и апостол Иоанн настолько различны, что даже посещение по пути из Галилеи в Иудею, находящейся между ними Самарии, кажется впечатляющим совпадением. В-четвертых, утверждается, что апостол Иоанн не упоминается в тексте собственного Евангелия по имени, поскольку он таким образом старался скрыть свое авторство. Я считаю этот аргумент в пользу авторства Иоанна не только слабым, но и доказывающим обратное. Зачем бы автору, который очень хотел остаться анонимным, было сообщать нам, что он один из 12 апостолов? Если вы очень хотите скрыть свою личность, разве вы расскажете вашим читателям, что вы один из 12 людей, которых они знают? И почему человек, который не боялся рисковать жизнью, отправившись во двор первосвященника после ареста Иисуса и после этого стоя рядом с его крестом, вдруг настолько испугался бы, что его читатели, его братья и сестры во Христе, догадаются о его имени? Автор либо был скромным, либо просто не заботился о своей личной мирской славе настолько, чтобы прямо в тексте объяснять, кем он был и как его звали. И я лично считаю, что мы не можем быть уверены даже в том, что автор скрыл свое имя преднамеренно. Многие
ученые полагают, что последнюю 21 главу Евангелия написал кто-то другой. В этом я с ними согласен и считаю, что это был ученик автора. Однако у нас нет ни одной рукописи Евангелия, заканчивающейся 20 главой. Если автор опубликовал первые 20 глав, после чего Евангелие копировалось в течение нескольких лет или даже десятилетий, распространяясь по Римской империи, а затем кто-то другой немного отредактировал его текст и добавил к его книге еще одну 21 главу, то обе эти версии должны были распространяться параллельно. Наиболее вероятная причина, почему не сохранился вариант без последней главы, заключается в том, что апостол никогда не опубликовал свое произведение из 20 глав, что оно так и осталось черновиком. Ученик апостола после его смерти дописал последнюю главу и издал все Евангелие вместе. На то, что автора уже не было в живых, когда писалась 21 глава, указывают и стихи 21-23. Так что, возможно, автор называл себя в третьем лице на протяжении всего Евангелия не потому, что он скрывал свое имя, а просто как стандартный литературный прием. Многие древние авторы, например, Юлий Цезарь или Иосиф Флавий, не отличавшиеся чрезмерной скромностью, тоже писали о себе в третьем лице, описывая события с собственным участием. Возможно, автор планировал раскрыть свое имя в последней главе, которую ему так и не удалось написать самому, или подписать свиток книги, или устно сообщить свое имя первым читателям. Но что бы ни произошло, утверждение ученых о том, что автор очень старался скрыть свою личность, но при этом сообщил нам, что он один из 12 апостолов, не имеет логического смысла. Более того, поскольку Петр был другом автора, а Иуда был предателем, реально остается 10 апостолов, которые могли написать Евангелие. И когда все уже знают, что вы один из 10 известных им людей, то лучший способ попытаться все-таки скрыть свою личность – это относиться к себе точно так же, как к остальным 9 кандидатам, то есть упоминать свое имя в третьем лице не чаще и не реже, чем другие имена. И предполагаемая ультраскромность, граничащая с паранойей, которую ученые несправедливо приписывают автору, объясняя отсутствие его имени в 4 Евангелии, не объясняет, почему он также не упоминает имя своего брата. Ему даже не нужно было напоминать читателям, что его брат был его братом. Он мог просто называть его Яковом, сыном Зеведея. Вы вполне можете хвалить и восхищаться людьми, не будучи их родственниками и не упоминая их братьев или сестер. И, что еще более важно, почему автор не рассказывает читателям личные истории, в которых он и его брат участвовали в качестве апостолов. 3 синоптических Евангелия рассказывают нам множество историй о сыновьях Зеведея. От описания того, как они были призваны следовать за Иисусом из лодки своего отца, и до того, как они были с Иисусом в Гефсиманском саду. В том числе, как они присутствовали при воскрешении дочери Яира, преображении Господнем на горе Фавор и беседе на Елеонской горе о грядущем апокалипсисе. Представьте, что вы пишете книгу о важных событиях, которые происходили несколько лет с вами, вашим братом и несколькими другими людьми. Вы не можете знать всего, что происходило со всеми участниками событий в каждый момент времени. И самые ясные воспоминания у вас, очевидно, остались от того, что происходило лично с вами. И именно о них вы можете рассказать лучше всего. Но вы очень хотите описать все это анонимно. Как бы вы поступили? Я думаю, так же, как большинство других авторов в такой ситуации. Рассказали бы все эти увлекательные истории, связанные с вами и вашим братом, в третьем лице, используя ваши настоящие имена. То есть только Яков и Иоанн, никаких любимых учеников и намеков на то, что автор сам участвует в повествовании. А затем подписали бы книгу псевдонимом. Как знает каждый, кто изучал историю и психологию или хотя бы читал шпионские романы, если ты действительно хочешь скрыть свою личность, то нужно рассказать всем легенду, выдуманную историю о себе, в которой у людей нет оснований сомневаться. И худший способ скрываться – это рассказать людям, что ваше имя есть в списке из 10 известных им имен, а затем вести себя странно каждый раз, когда они естественным образом натыкаются на ваше настоящее имя. Автор Евангелия мог бы даже совместить анонимность или псевдонимность и статус участника событий. Например, заявить, что он друг или родственник одного из апостолов и слышал эти истории от него. Это даже не было бы обманом, если автором был Иоанн, поскольку, очевидно, он был другом и родственником своего брата Якова. Вопрос, как я уже сказал, в том, зачем ему могла бы быть нужна эта анонимность.
у автора Евангелия не было абсолютно никаких причин всеми силами пытаться скрыть свою личность от своих братьев и сестер во Христе. Но это, безусловно, все равно было бы несравненно лучше, чем лишать читателей самых интересных и важных историй, удаляя из книги все события, связанные с автором, плюс искусственно занижать роль в евангельских событиях собственного брата, даже не упоминая его имя, буквально стирая заслуженную память о нем из будущей церковной истории. И все это выглядит еще более странно, если мы вспомним, что согласно Деяниям 12.2 и церковному преданию, брат Иоанна Яков был казнен тетрархом Иродом Антипой в 40-х годах, то есть задолго до публикации 4-го Евангелия. Неужели вы полагаете, что, потеряв своего брата, который был рядом с ним и в качестве рыбака в Галилее, и в качестве апостола в Иерусалиме, Иоанн ни разу не упомянул бы его по имени в книге, написанной о событиях, в которых он и его брат были ключевыми участниками? Вы можете себе представить, что вместо того, чтобы выразить уважение к памяти своего брата, апостола Якова, и почтить его героическую гибель за Христа и проповедь Евангелия, Иоанн мог бы просто вычеркнуть из своей книги не только связанные с ним евангельские события, но даже само его имя. И даже сам процесс предполагаемого учеными удаления Иоанном самого себя из собственного Евангелия не выглядит логичным. Любимый ученик впервые упоминается в 13 главе, то есть всего за день до смерти Иисуса. Но начиная с этого, он внезапно оказывается повсюду. Он задает Иисусу вопрос на Тайной вечере, он стоит под крестом умирающего Иисуса, который просит его присмотреть за своей матерью, он бежит впереди Петра к пустой гробнице, он первый догадывается, что именно Иисус помог им поймать 153 рыбы, о нем ходят слухи, что он доживет до второго пришествия, и он же оказывается автором этого Евангелия. Так почему же произошел такой скачок популярности любимого ученика в последних 9 главах, за сутки до гибели Иисуса? Мое объяснение простое, потому что до этого он использовал свое настоящее имя в третьем лице. Но затем в главе 11 он написал о Лазаре, Марии и Марфе, как о людях, которых любил Иисус. И это, скорее всего, натолкнуло его на мысль применить это имя к себе. Разве Иисус не любил апостола, как он, не меньше, чем 3 своих друзей из Вифании? Некоторые люди по той же причине внезапного появления любимого ученика утверждают, что автор Евангелия Лазарь. Но, во-первых, в отличие от моей версии, они тоже не объясняют, почему ни Лазарь, ни любимый ученик совершенно не упоминаются в первой половине Евангелия, до 11 главы. Так что это объяснение ничего не добавляет по сравнению с традиционной теорией. Во-вторых, для Лазаря это был бы действительно странный способ скрыть свою личность под псевдонимом «любимый ученик». В одной и той же главе несколько раз назвать себя и настоящим именем, и почти псевдонимом, то есть тем, кого любил Иисус. В-третьих, Лазарь нигде не упомянут как ученик Иисуса, ни любимый, ни нелюбимый. Евангелия не называют его даже одним из апостолов от 70, и он уж точно не был одним из 12 апостолов. А значит, его не было на Тайной вечере, где был любимый ученик. Возвращаясь к вопросу якобы заботы автора Евангелия о своей анонимности, давайте рассуждать логически. Если автор планировал оставить книгу для публикации после своей смерти, то почему его вообще волновала анонимность? А если он планировал опубликовать ее при жизни, то как он мог сохранить ее анонимной, даже если бы захотел? Представьте, что вы, живущий в 1 веке ученик одного из 12 апостолов. Однажды ваш учитель дает вам прочитать новую книгу, некое Евангелие, автор которого тоже апостол, как и он. Книга содержит те же учения, высказывания и истории об Иисусе, которые ваш учитель рассказывал вам в течение многих лет, и даже использует его любимые греческие слова и грамматические структуры. А если вы один из самых первых читателей, то книга даже написана почерком вашего учителя. Смогли бы вы в такой ситуации угадать, который из любимых учеников и апостолов Иисуса мог написать эту книгу? Итак, если вы как автор Евангелия знаете, что ваши первые читатели, ваши друзья и ученики в любом случае поймут, что вы являетесь его автором, то зачем вам в буквально безумной жажде сохранения вашей практически невозможной анонимности исключать из нее важные и интересные истории о вас самих и вашем брате? Итак, последнее из 4 слабых псевдодоказательств авторства Иоанна оказывается первым убедительным доказательством, что Иоанн не был автором Евангелия. Иоанн и
Иаков, сыновья Зеведея, вообще ни разу не упоминаются в 4 Евангелии по именам, и о них нет никаких рассказов по той же причине, по которой многие из апостолов не упоминаются по имени во всех 4 Евангелиях нигде, кроме 3 списков имен апостолов. А именно потому, что настоящий автор Евангелия ничего особенного о них конкретно не запомнил. Он назвал по имени себя в 3-м лице и тех апостолов, которые были его друзьями – Петра, Филиппа и Андрея, именно потому, что они были его близкими друзьями. Апостол Иоанн не упоминается по имени, а истории о нем отсутствуют в 4 Евангелии не потому, что он стремился изо всех сил с очевидным ущербом для собственной книги сохранить свою невозможную анонимность, а просто потому, что Иоанн не являлся ни ее автором, ни даже близким другом ее автора. Вторым и весьма известным аргументом против авторства апостола Иоанна является то, что он был простым рыбаком, говорящим по-арамейски и призванным в апостолы буквально из рыбацкой лодки своего отца, как описано в Евангелиях от Марка 1:19 и от Матфея 4:21, тогда как 4 Евангелие написано на хорошем греческом языке. Лингвисты утверждают, что автор Евангелия использует упрощенную грамматику и словарный запас, но его знание греческого языка все равно находится на уровне второго родного. Однако в Деяниях 4:13 говорится: «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Слова, которые в синодальном переводе звучат как «некнижные и простые», по-гречески звучат «аграмматы ке идиоты», где «аграмматы» означает «неграмотные, необразованные». Имея тот же корень, с заменой греческой отрицательной приставки «а» на русскую «не», слово «аграмматы» даже звучит как наше слово «неграмотные». Второе слово «идиоты» по-гречески звучит не так оскорбительно, как произошедшее от него русское слово «идиоты», но тоже не является комплиментом в адрес утонченных интеллектуалов. Оно означает «простые, обычные, заурядные люди». Так как же мог простой неграмотный еврей-рыбак из Галилеи, родным языком которого был арамейский, владеть письменным греческим языком на уровне второго родного? Некоторые ученые утверждают, что отец Иоанна Зеведей был богатым и дал сыну образование. Двумя причинами этого предположения являются то, что Зеведей брал с собой на ловлю рыбы наемных помощников, и то, что его женой, возможно, была та самая Соломея, которая поддерживала Иисуса и его учеников. Это следует из предположения, не обязательно верного, что в списках женщин, присутствовавших во время смерти Иисуса в Евангелии от Матфея 27:56 и Марка 15:40, упоминаются те же самые 3 женщины. Но даже если и так, то все равно мы не знаем, в чем заключалась эта поддержка. 2 ее сына были апостолами, поэтому вполне естественно, что она последовала за ними, и это не доказывает, что она была богатой. Например, она могла помогать с домашними делами, такими как приготовление еды или даже со сбором пожертвований. И присутствие наемных помощников в лодке Зеведея во время рыбалки, его бедных односельчан, которым он вполне мог платить их долей улова, не означает, что он был рыбопромышленным олигархом, а скорее просто опытным старым рыбаком, у которого были свои лодка и сети. Поскольку Зеведей проводил свои дни за ловлей рыбы, он вряд ли был богатым человеком, у которого были средства и необходимость дать своим сыновьям формальное образование в области греческого языка и литературы, тем более, что его сыновья ловили рыбу вместе с ним. Другие ученые утверждают, что слово «неграмотные» в Деяниях 4:13 относится к мнению о Петре и Иоанне, правителей и старейшин, и либо просто ошибочно, либо означало «не знающие письменный иврит, арамейский и иудейское богословие». Но в этом случае зачем Лука процитировал это мнение, не упомянув о том, что оно ложное, и таким образом очевидно ввел в заблуждение своих читателей? И если бы Иоанн, сын Зеведея, действительно мог говорить, читать и писать на хорошем греческом языке Евангелия, то называть его неграмотным в книге, написанной по-гречески грекоязычным Лукой, только потому, что он якобы не умел писать на иврите или арамейском, которые для самого Луки были иностранными, было бы более чем странным. Подавляющее большинство населения Земли, включая меня, вообще не знают иврит и арамейский, но я не могу себе представить, что из-за этого нас можно назвать простыми и неграмотными. К тому же автор Евангелия, будучи иудеем из Галилеи, для которого родным языком был все-таки арамейский, явно знал его не хуже греческого и не поленился бы выучить алфавит и таким образом научиться на нем читать не хуже, чем по-гречески. И он точно разбирался в иудейском богословии и читал не только Септуагинту, греческий перевод Библии, но и исходный Танах,
еврейскую Библию на иврите и даже цитировал ее в своем Евангелии. Другие ученые утверждают, что Иоанн мог быть неграмотным в молодости, но затем выучил греческий язык. Но если даже предположить, что в год смерти Иисуса апостолу Иоанну было около 20 лет, то ему было примерно 50 лет в 62 году, когда Лука написал свои «Деяния апостолов». Если он в 20 лет был простым неграмотным рыбаком, а к 50 в условиях древнего мира выучил письменный, литературный и греческий язык, то это было бы настоящим чудом. И Лука упомянул бы об этом удивительном факте, сообщив читателям, что Иоанн был неграмотным несколько десятков лет назад. А если Иоанн и в 50 лет был неграмотный, то есть не умел читать и писать даже на родном арамейском или на иврите, то выучить литературный греческий до уровня автора Евангелия он никак не мог. Греческий язык гораздо ближе к другим индоевропейским языкам, таким как русский, чем к семитским языкам, таким как арамейский. И все равно нам выучить его непросто. А теперь представьте, что мы живем 2000 лет назад, и у нас нет ни учебников, ни книг по грамматике, ни словарей, ни видео и аудиоматериалов, ни даже бумаги для заметок, чтобы практиковаться в письме. И нам надо найти учителя и от него выучить каждое греческое слово, которое нам нужно. А затем найти одну и ту же книгу на греческом и нашем родном языке и читать их параллельно, чтобы выучить литературный язык. Возьмите древнюю книгу, в которой нет даже заглавных букв и пробелов между словами, и попробуйте ее почитать без словаря. Представьте, сколько усилий это все потребует и какими лингвистическими талантами надо обладать, чтобы во взрослом возрасте таким образом хорошо выучить язык. Конечно, если Иоанн жил в конце жизни в Эфесе, то он выучил простой разговорный греческий хотя бы от своих грекоязычных учеников. Но невозможно с такими ресурсами во взрослом возрасте выучить литературный иностранный язык настолько хорошо, чтобы написать на нем целую книгу. Особенно, если вы не умеете читать и писать даже на родном языке. И если бы Иоанн вдруг смог это сделать, то об этом ходили бы легенды как о настоящем чуде. В-третьих, Евангелие от Марка 1:19-20 рассказывает нам историю первой встречи Иисуса с сыновьями Зеведея. «И, пройдя оттуда немного, он увидел Якова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, чинящих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним». В Евангелии от Иоанна 18:15-16 мы читаем, что после ареста Иисуса «За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял снаружи за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра». Другой ученик здесь – это тот самый любимый ученик, то есть сам автор. В 20 главе Евангелия он тоже назван несколько раз «другой ученик» в контексте общения с Петром. Например, в Иоанна 22 Мария Магдалина бежит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. Вопрос в том, как простой молодой рыбак из Галилеи, такой как Иоанн Зеведеев, призванный в апостолы прямо из рыбацкой лодки своего отца, смог познакомиться с первосвященником и его слугами настолько хорошо, что мог просить их об одолжениях, таких как позволить ему и Петру гулять в их дворе. Сначала он ловит рыбу в Галилее, затем становится учеником Иисуса. Как бы он смог даже встретиться с первосвященником, верховным религиозным лидером иудеев в Иерусалиме, и его слугами? При этом ни служанка, которая узнала автора Евангелия, ни другие слуги не знали апостола Петра, и поэтому начали спрашивать его, не из Галилеи ли он, что вынудило его отречься от того, что он был учеником Иисуса. Также никто из слуг первосвященника, посланных арестовать Иисуса, не знал его в лицо достаточно хорошо, и им потребовалась помощь предателя Иуды для того, чтобы узнать Иисуса в Гефсиманском саду. Так откуда же они, эти слуги, так хорошо знали автора Евангелия, не зная ни Иисуса, ни Петра, ни даже того, что сам автор был апостолом Иисуса? Ибо в противном случае, вместо того, чтобы оказывать ему услуги, служанка позвала бы стражу, которая арестовала бы его вместе с Петром. Как я уже сказал, некоторые ученые предполагают, что семья Зеведея была богатой, и именно поэтому они дружили с первосвященником. Но тогда тем более, с чего бы Зеведею, якобы не только рыбопромышленному олигарху, но даже другу первосвященника, жить в рыбацкой деревне в Галилее и лично со своими сыновьями ловить рыбу и чинить сети? И почему евангелисты решили сообщить нам, что Зеведей с сыновьями были рыбаками, но умолчали о гораздо более интересных фактах, их якобы богатстве и связях в Иерусалиме?
Чтобы оценить абсурдность этих теорий, просто представьте, что вы сами пишете статью о влиятельном московском олигархе, в которой вы называете его неграмотным рыбаком с Валдая, потому что он не умеет читать по-арамейски и иногда ездит на Валдай ловить рыбу. Первосвященник и его слуги могли знать и уважать автора Евангелия настолько, чтобы он мог просить их об одолжении, и при этом не знать, что он был учеником Иисуса, только если еще до встречи с Иисусом он жил в Иерусалиме и работал при дворе первосвященника на достаточно уважаемой должности. И именно поэтому он так хорошо знал Иерусалим и иудейские религиозные обычаи, и именно там у него был доступ к священным книгам на иврите и на греческом, позволивший ему усовершенствовать знания литературного греческого и цитировать как оригинальную еврейскую Библию, так и греческую Септуагинту в своем Евангелии. Четвертый аргумент против авторства Иоанна – несоответствие личных качеств или того, что ученые называют психологическим портретом апостола Иоанна и автора Евангелия. В Евангелии от Марка 3:17 говорится, что Якову и брату его Иоанну, сыновьям Зеведея, Иисус дал имя Воанергес, то есть сыновья грома. В Евангелии от Луки 9:52-55 также есть история, которая иллюстрирует это прозвище, когда Иисус послал вестников пред лицем своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им. Это, конечно, субъективная оценка, но когда я читаю Евангелие от Иоанна, я представляю себе его автора как философа-интеллектуала, пишущего по-гречески о логосе, свете и любви и описывающего в главе 4 разговор между Иисусом и самаритянкой без какой-либо враждебности к самаритянам. И я не могу себе представить на его месте человека, называемого сыном грома и готового сжечь самаритянскую деревню за то, что они не захотели общаться с незнакомыми им иудеями, идущими в Иерусалим. Причем в греческом тексте Иисус не просто запретил им, как в синодальном переводе, а строго упрекнул эпетимесон апостолов Якова и Иоанна. Использованное здесь Лукой греческое слово «эпетимесон» имеет тот же корень, что слово «епитимья», означающее церковное наказание. Эта история, рассказанная евангелистом Лукой про Якова и Иоанна, еще раз демонстрирует, что первые христиане не считали друг друга непогрешимыми и не стеснялись говорить об ошибках даже самых уважаемых апостолов. Также святитель Ириней в своей книге рассказывает, как апостол Иоанн убежал из бани, увидев в ней гностика Киринфа. Интеллектуал вроде автора Евангелия скорее воспользовался бы возможностью поспорить со своим известным оппонентом на тему древней греческой и особенно зарождающейся христианской философии, на создание которой они оба оказывали значительное влияние. В-пятых, есть еще одно свидетельство против авторства Иоанна, которое работает только в том случае, если вы готовы поставить намек в Евангелии от Марка выше церковной традиции. Я лично на этом аргументе не настаиваю на 100%, но все равно хочу упомянуть о нем для полноты картины. В Марка 10:39, после того, как Яков и Иоанн, сыновья Зеведея, попросили сесть по левую и правую сторону от Иисуса в грядущем царствии, Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Под чашей и крещением здесь Иисус очевидно имел в виду, что вместо того, чтобы получить желанные власть и славу, два брата умрут мученической смертью, как и он сам. У того же Марка в главе 14:36 Иисус молится о своей смерти. «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но не чего я хочу, а чего ты». Евангелист Марк лично не знал Иисуса, и даже если он получал информацию от людей, которые его знали, то он никогда не цитировал их дословно с указанием источника. Насколько же Марк должен был быть уверен в том, что Иисус действительно сказал эти слова, чтобы написать предсказание о мученической смерти апостолу Иоанну, который, согласно церковному преданию, был жив в Эфесе даже через десятилетия после того, как были написаны эти слова, и в итоге умер не как мученик, а своей смертью. Марк не был расшифровщиком аудиозаписи, ему не обязательно было записывать все, что он услышал. И даже если кто-то передал ему такие якобы слова Иисуса, то они могли ошибиться. Так почему же он не проигнорировал или хотя бы не перефразировал эти слова, а решился открыто пророчествовать одному из самых уважаемых руководителей церкви, что он должен умереть мученической смертью, которой он в итоге так и не умер?
Самое логичное объяснение, если вы готовы проигнорировать традицию, очевидно состоит в том, что апостол Иоанн, как и многие другие апостолы, на момент написания Евангелия от Марка уже умер или погиб. Профессор Харрис пишет, что Марк 10:39 был отмечен как возможное свидетельство о ранней смерти апостола Иоанна еще в IX веке византийским монахом-летописцем Георгием Амартолом, который также цитирует епископа Папия как предполагаемый источник. Однако отвергает их оба, полагая, что Иоанн все-таки умер в очень пожилом возрасте, согласно церковному преданию. Кроме того, существует сирийский список мучеников, датированный 411 годом нашей эры, в котором в один и тот же день вспоминаются мученики Иоанн и Яков, апостолы в Иерусалиме, а не в Эфесе. Цитату из Марка 10:39 иногда отвергают, утверждая, что текст мог быть изменен, но на это нет никаких логических причин или доказательств. К тому же изменения не могли быть просто парой добавленных слов. Надо было бы выдумать весь разговор Иисуса с сыновьями Зеведея, поскольку он весь основан на предсказании Иисуса, что они оба будут пить его чашу вместо власти, которую они просили. Другое объяснение состоит в том, что Иисус под этими словами не имел в виду ничего плохого. Но тогда теряется логика всего разговора. Апостолы просят Иисуса о власти и почестях, а он им отвечает, что почести на том свете распределит Господь Бог, а на этом они наоборот разделят с ним его чашу и крещение, то есть его трагическую судьбу. И с Яковом произошло именно это. Как и Иисус, он был убит молодым по приговору Синедриона. Но если Иоанн пережил Иисуса минимум на 65 лет и умер как последний апостол после 98 года при императоре Трояне в Эфесе, окруженный сотнями или тысячами учеников, то это скорее похоже на те самые мирские, пусть и полностью заслуженные славу и успех, чем на чашу Иисуса. А если мы все-таки примем эти намеки на раннюю смерть Иоанна вместе с Яковом еще до написания Евангелия от Марка и согласимся, что Марк написал свое Евангелие, когда еще был жив его учитель апостол Петр, то есть ранее примерно 65 года, тогда, очевидно, не может быть никакого Евангелия от Иоанна, написанного после 70 года. Лично у меня нет твердого мнения по этому вопросу, поскольку обе версии имеют свои проблемы. Ранняя смерть Иоанна противоречит многим другим традициям, например, тому, что у Иоанна были такие ученики, как Папий, Поликарп и Игнатий. Или даже стиху 12.2 Деяний апостолов, утверждающему, что апостол Яков Зеведеев был убит в Иерусалиме по приказу Ирода Агриппы, то есть в 40-х годах, не упоминая при этом смерть его брата Иоанна. И в заключение, подводя итоги, обратите внимание на силу главных и самых очевидных доводов против того, что Иоанн мог быть автором Евангелия. Он был назван неграмотным в деяниях апостолов и вряд ли мог писать по-гречески, его характер, заслуживший эпитет «сын грома», не соответствует характеру такого интеллигента и интеллектуала, как любимый ученик, будучи призванным в апостолы из рыбацкой лодки своего отца в Галилее, он не мог быть хорошим знакомым первосвященника и его слуг в Иерусалиме, и, если бы он был автором Евангелия, он не мог не упомянуть имя его к тому времени уже погибшего брата-апостола и связанные с ним евангельские истории. С другой стороны, большинство доводов, которые люди приводят в поддержку авторства апостола Иоанна, Лазаря и других, настолько слабы, что применимы даже ко мне и, возможно, к вам. Во-первых, мы с вами тоже не упомянуты в Евангелии. Во-вторых, я тоже имею личное отношение к имени Иоанн, поскольку мое отчество Иванович. В-третьих, проповедники тоже говорили мне, что Иисус меня любит. В-четвертых, я тоже ничего не имею против самаритян. Итак, имея только очень слабые доводы «за» и сильные доводы «против», почему же большинство людей, хотя и меньшинство ученых, все-таки верит, что именно апостол Иоанн был автором Евангелия? Потому что эта идея распространилась в ранней церкви в конце II века, через 150 лет после смерти Иисуса. Самым ранним письменным источником, сообщившим нам об этом около 180 года нашей эры, был епископ Леона, священномученик Ириней. И на рубеже III века 4 Евангелие стали официально называть Евангелием от Иоанна.